вся система социальной помощи, защиты, государственной социальной помощи, она сегодня перестраивается. Система, она учитывает в целом несколько законов, новых законов, и в том числе 184 закон, который появился в 2012 году, и по которому всем субъектам, если мы говорим о субъектах, об их бюджетах, всем субъектам было дано право переводить постепенно на критерии нуждаемости. И очень многие субъекты, такие льготы, как транспортные льготы, как льготы студентам и, конечно, детские пособия, особенно, потому что это уже полностью почти задача субъектов, детские пособия, не пособия по беременности, родам, а детские пособия, это задача субъектов, это их бюджет, были постепенно переводились на такие критерии. Какие критерии были в субъектах? Это, конечно, отталкивались от прожиточного минимума. И сегодня законодательство субъектов претерпевает в связи с рядом наших новых законов, перестроечных, я бы сказала, оно претерпевает изменения, потому что субъекты в своих законах определяют прожиточный минимум, какой он должен быть, отталкиваются, как правило, от 1,5 прожиточных минимумов, то, что в 442 законе, но где-то дети-инвалиды получают пособие, отталкивается по доходам, закон по доходам определяет 2 прожиточных, 2,5, 3 прожиточных и так далее. Поэтому многодетные семьи, тоже различная градация идет, и законодательство претерпевает изменения. Единственное, что хочу сказать с закона, который вы начали, что там мы, Государственная Дума и Совет Федерации, мы это отстаивали, что все деньги, если они экономятся, но направленные вот на эти цели, они должны идти только на социалку, только на социальную поддержку тех или иных категорий граждан. Что касается этих категорий, то они определены, потому что там я даже могу перечислить, может быть, не все, но, допустим, последний закон, как мы говорим, о нуждаемости федеральной, это ветераны труда, это уточнение целевой категории, это переход от, в соответствии уже с 442-м идеологии, которая заложена сегодня, это переход от категорий по профобучению, профориентации. Были категории, там, по-моему, 5 категорий, кто в первую очередь получает от службы занятости вот эти услуги за счет бюджета. Это я пример привожу. Там инвалиды, многодетные, потерявшие работу больше 6 месяцев и так далее, и так далее. А сегодня изменен закон, и написано «все, кто получает социальную госсоцпомощь». Это раз. И у кого заключен социальный контракт. Вот тема социального контракта, которая пронизывает вообще сейчас все законодательство, она, к сожалению, буксует. Она очень плохо идет в регионах. Разрешено субъектам платить детские пособия, значит, не реже раз в квартал, а министерство предлагало просто без раза в квартал, просто как решит раз в год, значит, будет раз в год. Это, конечно, в кризисную ситуацию плохо, и поэтому мы все-таки написали не реже раза в квартал. И пособие разрешено определять самостоятельно и по размерам, и по формам выплат, и так далее, и так далее. Внесены изменения по такой категории, и это изменения, пожалуй, которые коснулись, ну так, были наиболее такими острыми и социально значимыми, это чернобыльцы, потому что там уточнена тоже категория, которая должна проживать на этой территории и так далее. Уточнения, вот, то есть целевые категории получателей, они в этом законе также уточнены.